Здравствуйте, друзья! Наверное, многие из зрителей, как и я, находятся в постоянном поиске новых интересных цветов, которые не увидишь в каждом саду. А если эти растения еще и цветут ярко и обильно, начиная с конца весны до первых заморозков, то интерес к ним возрастает многократно. Сегодня речь пойдет как раз о такой пышно цветущей культуре, с цветами, напоминающими очаровательные орхидеи. Знакомьтесь, это схизантус. Название растения происходит от двух слов, которые в переводе с греческого означают «расщеплять» и «цветок». Это связано с необычным видом лепестков, которые схожи с крыльями бабочек или орхидеями. В некоторых европейских странах схизантус прозвали цветком-бабочкой и орхидеей для бедных. Кстати, на многих магазинных пакетиках с его семенами можно встретить подобные интересные названия. Например, райские бабочки, крылья ангела или разноцветные эльфы. Яркие, необычные формы соцветия схизантуса действительно чем-то напоминают красочных, порхающих мотыльков или миниатюрные орхидеи. Но в отличие от последних, это растение гораздо проще в уходе и стоит в разы дешевле. Его также несложно вырастить самостоятельно. Схизантус легко украсит на долгие месяцы не только ваш сад, но и самые разные места. Очень красиво смотрятся его пышные кустики в контейнерах, особенно при совместной посадке разноцветных сортов. В природе схизантус произрастает в Южной Америке и Африке. Его род насчитывает около 11 видов. Растение относится к теплолюбивым культурам семейства посленовые, поэтому в садах средней полосы этот цветок выращивают как однолетник. Хотя с наступлением холодов вы вполне можете забрать горшки в отапливаемое помещение. При достаточном количестве света и тепла схизантус будет еще долго радовать своей пестрой красотой. Это растение впечатляет не только своим экзотическим видом. Схизантус способен очень долго цвести, а его пышные кустики сплошь усеяны красочными цветками причудливой формы и всевозможных окрасок. Крона схизантуса скорее напоминает большую стаю разноцветных бабочек, которые приютились на его разветвленных побегах. Рассматривать пестрые соцветия хочется бесконечно. Этот жизнерадостный цветок – настоящий праздник и украшение на весь теплый сезон. Схизантус можно выращивать не только в открытом грунте, но и как контейнерную культуру. Причем агротехника его содержания довольно простая. Все, что ему необходимо, это яркий свет, своевременный полив и подкормки. Грунт схизантусу подойдет рыхлый и питательный. Но этот цветок не любит застоя влаги, поэтому дренаж, особенно в горшках, обязателен. Объем вазона стоит подбирать под размеры сортов. Величина контейнера также имеет значение, если вы задумали посадить несколько растений. Кустики могут вырастать в высоту от 20 до 80 см. Побеги схизантуса бывают прямостоячими и полегающими. Листва тоже по-своему декоративная. Она сильно рассеченная, с насыщенной ярко-зеленой окраской. Листья и стебли имеют небольшое опушение. Цветки собраны в пышные верхушечные соцветия и могут быть сиреневой, розовой, красной, желтой и прочие окраски. К тому же лепестки имеют свой причудливый узор. Такое яркое сочетание ажурной зелени и красочных контрастных цветов придает схизантусу необыкновенный экзотический вид, который существенно выделяется среди всех растений на цветочной клумбе. Пройти мимо цветущего схизантуса очень сложно. Из его кустиков получаются самые яркие и неординарные рабатки и цветники. Схизантус также высаживают вдоль дорожек, низкорослые сорта в качестве цветочного бордюра, а те, что повыше, в центре клумб и миксбордеров. Правильно подобрав компактные и более высокие растения, у вас получится составить потрясающей красоты красочные каскадные композиции, которыми легко преобразить вид террасы, придомовую зону и даже балкон или домашний интерьер. Недаром схизантус очень ценят ландшафтные дизайнеры. Эта культура, щедрая на цветение и особо сложного ухода от вас не потребует. Пестрые цветы схизантуса непрерывно раскрываются с конца весны до холодной осени. Изысканные соцветия
невероятно украшают и привлекают к себе внимание. В продаже можно найти специальные срезочные сорта, цветы которых долго стоят в воде и отлично подходят для составления нарядных букетов. Если вы захотите самостоятельно размножить схизантус, приобретите его профессиональные семена. Этот цветок высевают как на рассаду, так и прямиком в открытый грунт. Но при последнем варианте растения зацветут лишь в середине лета. Для получения раннего цветения посев на рассаду проводят в феврале-марте. Но если это сделать осенью, ваш схизантус покроется многочисленными соцветиями уже в начале мая. Сеянцам потребуется хорошее 12-часовое освещение. При нехватке света всходы будут вытягиваться и истощаться. Однако профессиональные цветоводы заверяют, что именно из такой неказистой на вид зимней рассады получаются самые обильно цветущие кустики. Семена в почву не заглубляют, а лишь слегка присыпают песком или рыхлой землей. Посевы накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Ростки появляются на 14-20 день. Подросшую рассаду переваливает с цельным комом земли на постоянное место в сад, когда минует угроза возвратных заморозков. Почва должна быть рыхлой и питательной, со слабокислой или нейтральной реакцией. В состав можно добавить речной песок и торф. Схизантус любит солнечные и безветренные участки. В тени и на сквозняке его нет смысла сажать. Также растения не следует высаживать под стоками крыш. От частых осадков соцветия схизантуса также могут пострадать. Поливать кустики лучше не поверху, а под корень. При выращивании растений на постоянном солнце их основание лучше замульчировать. Для этого отлично подойдет торф или хорошо перепревший компост. При несложном уходе схизантус украсит ваш сад и порадует вас своими яркими соцветиями весь долгий сезон. А его экзотический вид уж точно удивит всех ваших гостей и соседей. Такое красочное тропическое растение пока еще редкость для наших садов. И пусть оно не способно у нас зимовать, но его сверхобильное и непрерывное цветение заслуживает особого внимания цветоводов. Я буду всем благодарна, кто поделится в комментариях своим мнением и опытом. Какие еще интересные долгоцветущие культуры вы можете посоветовать? Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.